Карточные игры обладают качествами, которые делают их привлекательными для кинематографа. Стратегия в сочетании с личными навыками, хитростью, самоконтролем. А еще дисперсия, которую многие называют не иначе, как удачей. Все это делает даже некоторые нереальные раздачи достойными хорошего сценария. Насколько реалистичны партии в кино? Сегодня мы продолжаем разбирать раздачи из фильмов, и это уже 4-й выпуск. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Первой в сегодняшнем обзоре будет лента, целиком посвященная техасскому холдему. Это произведение Зака Пенна 2007 года «The Grand», в российской локализации получившее название «Штука». Псевдодокументальный фильм о покерном турнире. В нем отметились в роли сами себя такие титаны игры, как Дойл Брансон, Фил Хельмут, Антонио Эсфандиари, Дэниел Негриану и также другие профессионалы. 6 актеров за финальным столом, в числе которых Вуди Харрельсон, Дэвид Кросс, Шерил Хайнс и другие, получили на съемочной площадке почти полную свободу. Мы перейдем сразу за финальный стол. Ты со мной говоришь? У меня астигматизм, я говорю с человеком, который за этими очками. Да, с тобой. Фильм снят во время первого покерного бума, и в нем огромное количество скрытой и не очень рекламы. В частности, повсюду видны логотипы Party Poker, амбассадором которого за столом стал Эндрю Эндрюс. Как ты научился играть в покер? Играл в дартс? Нет, я был в интернете. По легенде, пришедший из онлайн. 10 миллионов долларов. Самый большой приз в истории. Играет все. Дьюс Фэрбэнкс. Старина. Гарольд Мелвин. Одинокий гений покера. На 4-м месте. Женщина. В 3-м месте. Лэри Шортсман. Плохой парень покера. Джек Ферро. И на 1-м месте неизвестный Энди Эндрюс. 6 игроков, 6 историй. И только один победитель. Итак, диктор озвучивает призовой фонд – 10 миллионов долларов, самый крупный в истории. На 2007 год, пожалуй, справедливо. По правилам турнира все 10 миллионов достанутся одному победителю. Тем более странными выглядят некоторые раздачи, которые ожидают нас за финальным столом. Я поднимаю ставку до 900 тысяч. Эдди Эндрюс поднимает ставку до 900 тысяч. Это огромный подъем. Дьюс принимает ставку. Он, по-моему, недооценивает Энди. В статусе чип-лидера за него садится Эндрю Эндрюс в исполнении Ричарда Кайнда. В первой раздаче он сталкивается с героем Денниса Фарина, Дьюсом Фэрбэнксом. К сожалению, здесь и далее не всегда понятна структура раздачи. Экшен показывается уже в разгаре, часто без описания всех действий до этого. Я поднимаю ставку до 900 тысяч. Эдди Эндрюс поднимает ставку до 900 тысяч. Чип-лидером объявляет префлоп рейс до 900 тысяч с одномастным тузом и дамой. Похоже, это 3-бет. Дьюс скалирует с разномастным тузом и восьмеркой. На флоп выходит пиковый король и валет, дающие Энди флеш-дро и гад-шот. Я ставлю все. Энди Эндрюс ставит все. Он без раздумий идет all-in. Мы не видим ни банк, ни стеки участников, но колл Дьюса, а тот мгновенно уравнивает, просто ужасен. Оправдать его можно было бы только мизерным размером его стека по отношению к банку. Но в таком случае нужно было просто выставляться на префлопе. Дьюса способна спасти только одна из восьмерок. При условии, что другой карты терна или ривера не будет пика, десятка или дама. Чудо не происходит. И представитель старой покерной школы с достоинством покидает турнир. Следующая раздача, и уже Энди оказывается под доминацией с парой восьмерок против одноглазого Джека в исполнении Вуди Харрельсона. Поднимаю на 650 тысяч. Агрессивная ставка. Здесь мы видим некую странную инфографику, показывающую, что на префлопе в банк размером 725 тысяч ставится 500. Мы знаем, что по правилам техасского холдема, а именно в эту дисциплину играют покеристы, на префлопе возможны только рейзы. Ставка считается слепой бет от большого блайнда. Если же 500 тысяч это как раз размер большого блайнда, то Энди объявил не рейс, а колл. И ничего агрессивного в этом нет. Отвечаю, 500.
Энди великолепно играет. Джек уравнивает с карманными дамами. Мы не знаем стеков участников на данный момент, но очевидно, что у Джека он в разы меньше, чем у Энди. Решение закалировать вместо 3-бета имеет право на жизнь, хотя для такого слоуплея больше подходят короли и тузы. На стол выходит дама, дающая Джеку старший сет, с которым он идет all-in. Самое худшее решение, которое вообще возможно в этой ситуации. Каким бы ни был его стек, есть шанс, что в ответ Энди просто выбросит. Старший сет обязан играть от чек-кола. Впрочем, Энди самонадеянно уравнивает и проигрывает раздачу, отдав чип-лидерство Джеку. Ты труп. Джек Феррен снова вернулся. Давайте посмотрим наших лидеров. У Джека уже в фишках больше 5 миллионов. За ним Лэри, за ними Энди и Ленни. Мелвин на последнем месте. Далее в игру вступает герой Дэвида Кросса, Лэри. Ему противостоит Джек. На флопе Лэри получает пару дам. У Джека все эквити держится на бэкдорном стрит-дро и флэш-дро, а также на 3 спасательных тузах в колоде. Играют первое и второе место по количеству фишек. У Джека их более 5 миллионов, у Лэри 3 миллиона. Герой Харрельсона ставит, соперник уравнивает. Есть префлоп, агрессором был Джек. Это адекватная игра. Терном выходит 7, дающая флэш-дро, но что еще важнее, она открывает возможность для блефа с лучшим блокером на эту комбинацию тузом. Но Лэри решает перехватить инициативу и залидить терн. Очень спорно. Единственным обоснованием может быть блокбет, небольшая ставка, которая позволит увидеть ривер за свою цену. Джек не может выбросить такую руку. Кол. И ривером закрывается раннер. Раннер флэш. Конечно, у Лэри тоже флэш по 8. Ставлю все. Джек Феррен отвечает. Но это не та карта, с которой стоит доигрывать. Но самый сильный по сценарию игрок идет ва-банк. Отвратительная игра. Даже самые отчаянные любители сегодня так не делают. Очевидно, он получит кол только от рук лучше. Если же это блеф, то хуже руки не придумаешь, несмотря на формальный блокер на флэш. И Лэри покидает турнир. Впрочем, за столом остается его сестра, которой он, кстати, подпортил шансы, отдав огромный стек одному из соперников. Идем дальше. Энди получает на руки пару дам и резит до 900 тысяч. Ему везло почти все время, и, похоже, удача ему не изменяет. У него 2 королевы. 900 тысяч. До 900 тысяч поднята ставка. Отличная ставка. Джек коллирует с разномастным королем и валетом. Джек Феррен отвечает. И ловит на флопе старшую пару. Ставлю все. Почему это не я? Энди объявляет чек, и Джек идет all-in. Оппонент уравнивает. Мы наблюдаем замечательный покер от обеих участников. Сегодня такое редко встретишь даже на самых низких лимитах. Джек запросто мог оказаться под доминацией со своей парой королей. Идти в атаку — глупое решение, ну а кол с дамами можно придумать только в очень низком СПР. И онлайн про от Party Poker покидает стол ни с чем. Вот и конец этой истории. Ты хорошо играл. Нет, плохо. Ужасно я поступил. Я знаю. Поговорим об этом. С удовольствием. Следующая раздача между Харальдом Мелвином и Джеком Фарро. Десятки против Биг Слика. Кто не в курсе, так называют туза и короля. На доске король и пара четверок. И Мелвин идет all-in. Очевидно, у него короткий стек, а это значит, что он ошибся дважды. Карманные десятки вверху диапазона, пуш фолда на префлопе. Он должен был выставить до просмотра общих карт. Но раз уже вышел на флоп, то пуш уже не имеет ни малейшего смысла. В отличие от чек-кола, Мелвин уходит. Джек без проблем увеличивает лидерство. Игра переходит в хедзап. На стол вываливаются пачки купюр. 10 миллионов долларов. У Джека Фарро 7 миллионов. Он открывается с одномастным гапером 8-6. У Ленни на 500 тысяч меньше. Он трибетит с разномастными туз-5 и получает кол. Флоп обещает экшен. У Фарро пара и гадшот. У его соперницы стрит-дро. Ленни ставит 2 миллиона, а Джек без раздумий идет all-in. Ставлю все. Это 2 миллиона. И он ставит все. Молодчина, Джек.
Он не изменяет своей стратегии пушить каждый флоп. Игра достойна лучших составов на NL2, но что еще прекраснее, он получает кол. Нельзя сказать, что это грубая ошибка лени. В современных турнирах соперники часто выставляются с маргинальными руками. Разница в том, что обычно оба участника хедзапа уже обеспечивают себе крупные призовые. Но здесь победитель всего один, и ставить все на Доев-стрит — спорное решение. Впрочем, кроме троек и восьмерок, у нее еще 3 аута, тузы, но это не сильно меняет ситуацию в вакууме. Терн не меняет расстановку сил. Восьмерка. Туз. Лени чемпионка. И Ривер спасательный для девушки туз. Лени становится победителем. Что можно сказать о фильме? Эта картина была создана в сотрудничестве с Пати Покером для продвижения покера в массы. Безусловно, с точки зрения современной стратегии к фильму много вопросов, но со своей задачей он справляется. Здесь показаны важные стороны холдема, экшен и элемент удачи, которые подстегивают любителей попробовать свои силы за столами. В завершении немного классического юмора. Рассмотрим раздачу, с которой в 80-е и 90-е многие обыватели ассоциировали покер. Адриано Челентано — личность культовая, и фильмы с его участием в свое время были известны каждому. Речь пойдет о картине 1981 года под названием «Туз». Так ты твердо решил? Бросаешь играть? Твердо. Я обещал Сильвии. Бросаешь карты, лошадей, пари? Ну, ставить пари я могу. Что ж, мы все прощаемся с тобой. Ас, самый великий игрок всех времен. Умер. Аминь. Я люблю тебя. Герой Челентано — профессиональный картежник по прозвищу Ас, Привет, Ас. Привет. или, собственно, Туз. Его соперник Марселец, другой известный в местных кругах игрок. Привет, Марселец. Не хочешь сыграть со мной? С удовольствием, Ас. Я хорошо разогрелся. Скоро тебе будет холодно. Почему? Я оставлю тебя в одних трусах. Сперва противники показывают свои навыки в перетасовке карт. В этой сцене можно оценивать уровень спецэффектов, приводивший в восторг зрителей тех лет. Особенно в исполнении Туза, нарушающего все законы физики. Игра проходит в формате классического пятикарточного дроу-покера. Это дисциплина без общего борда с возможностью обмена карт. Именно в ней соревновались в турнире в фильме «Мэверик», который мы рассматривали ранее. Советуем посмотреть, если еще не сделали этого. Марселец после первого обмена получает каре дам с тузом в качестве кикера. Герой Челентано решает ничего не менять, хотя у него всего лишь пара семерок. Первое слово за героем Челентано. Он ставит пачку купюр. Ставка? Все, что лежит перед тобой. На это оппонент рейзит на все, что находится на столе. Все, что лежит передо мной, плюс телефон. Дальнейшие действия Туза – это пример того, что сейчас принято называть исполнением. Он повышает на все свои деньги за столом и требует телефон. Послушай, Луджина, окажи мне любезность, скажи, сколько на моем счету? Как это, сколько на вашем счету? Ас, вы что, не помните, что сняли все сегодня утром? У вас на счету ни одной лиры. 3 миллиарда 8? Честно говоря, я думал, что больше. Какие еще миллиарды? На счету 3 миллиарда 8. Больше нет. Луиджина, будь добр, заскочи в банк, сними все мои деньги и вези немедленно ко мне в бар. Спасибо. Итак, Туз ставит вымышленные 3 миллиарда лир и дает сопернику 18 минут на размышление. У тебя 18 минут на размышление. Конечно, воспринимать эту раздачу всерьез не стоит. Это комедия, и все действия и образы гиперболизированы. Челентано изображает покер-фейс задолго до того, как этот термин обрел популярность. Марселец в шоке. Он истекает потом и в итоге выбрасывает каре. Пас. Разумно ли это? В теории это все же не нац. Кроме того, что его бьет Street Flash и Royal Flash. У Туза могут оказаться и карты старше, тузы или короли. Предупреди Моргана, что деньги уже не нужны. Хорошо.
Кол в такой ситуации возможен только в случае, если он не приведет к банкротству. Правильный банкролл-менеджмент – первое правило покера. Никогда не забывайте об этом. Особенно, когда ввязываетесь в противостояние с соперником, который умеет изображать не только руку, но и миллиарды на счету. Плюс это. Все, что у меня есть. У тебя 18 минут на размышление. Открывай. Без парных. 2 туза. Вот это да. Как ты понял, что я блефую? Все дело в ухе. Благодарим за просмотр. Пишите в комментариях, как вы оцениваете стратегию в турнире в фильме «Штука». И не забудьте посмотреть разбор партий из фильма «Шулера», «Большая игра» и других произведений кинематографа. Видео уже на канале. А на этом все. Пока-пока.